Привет, друзья! Что-то происходит за закрытыми дверями в Берлине, и это уже невозможно не заметить. По данным немецких СМИ, в правительственных структурах Германии прошли как минимум 3 закрытых совещания, не занесенные в официальный график. Источники, близкие к аппарату канцлера, говорят, обсуждали шаги, которые не подлежат согласованию с партнерами. То есть без оглядки на Париж, без привычных консультаций с Брюсселем. Особенно резко прозвучали сигналы в сторону Франции. По данным дипломатических кругов, Мерц в последний момент отменил участие в стратегическом саммите с Макроном, заявив о глубоких противоречиях в приоритетах. Причем встреча планировалась как закрытая, без прессы, но информация о срыве быстро просочилась в европейские редакции. Официально Париж предпочел отмалчиваться, неофициально же все выглядит как демонстративный отказ от прежнего альянса. Немецкая пресса впрямую пишет, Берлин берет курс на одностороннее решение. Речь идет не просто о смене риторики, это новая управленческая модель. Французская сторона в замешательстве, такого резкого разворота не ожидал никто, особенно учитывая, что ранее Мерц публично выступал за углубление альянса. Но сейчас совсем другой настрой. Германия действует не спрашивая, министры не комментируют, но в кулуарах все чаще звучит фраза: «Нам больше не нужно разрешений». Это уже не кризис дипломатии, это перезапуск всей системы координат. Но это только начало, дальше события становятся еще напряженнее. За океаном тоже не скрывает удивления. Белый дом, по данным американского издания «Политика», срочно запросил разъяснения от немецкой стороны. Причина – серия заявлений Мерца, сделанных без предварительного согласования с союзниками. Особое раздражение вызвала фраза о восстановлении суверенного контроля над стратегическими решениями. Как сообщают источники, близкие к Конгрессу, в Вашингтоне это восприняли как удар по трансатлантической коалиции. Об этом же говорит и тот факт, что сразу после заявления Мерца Госдепартамент отложил встречу с немецкой делегацией, ранее запланированной в рамках оборонного диалога. Формально, по техническим причинам, неформально, это ответ на отказ Берлина обсуждать внутренние реформы с американскими кураторами. По словам бывшего дипломата Соединенных Штатов Америки, в Германии Вашингтон не понимает, что происходит, но точно чувствует, что контроль теряется. В политических кругах США растет обеспокоенность, некоторые аналитики открыто пишут: Германия уходит в свободное плавание. На фоне этого Пентагон якобы инициировал пересмотр некоторых контрактов по совместным проектам, в первую очередь в оборонной и энергетической сфере. И что особенно важно, Германия больше не консультируется. Все важные решения проходят внутри Берлина. И, как говорят наблюдатели, Трамп, несмотря на жесткую риторику, оказался застигнут врасплох. Сейчас в американских столичных медиа обсуждается не вопрос сотрудничества, а вопрос контроля. Кто теперь определяет правила? Берлин уже не ждет, он делает первый ход. А теперь взглянем, что происходит за закрытыми дверями финансового мира. В Берлине зреет нечто, что может изменить финансовую карту Европы. Как пишут отраслевые издания, в Министерстве финансов Германии идет работа над новой расчетной платформой, о которой не заявлено официально. Проект носит условное имя «Цифровая марка». Именно это название уже стало темой обсуждений в коридорах власти и на закрытых заседаниях крупнейших промышленных концернов. По данным просочившимся в финансовые круги, идея заключается в создании отдельной валютной схемы, не заменяющей евро, но работающей параллельно с ним. Эта система будет использоваться исключительно для внутренних расчетов между немецкими и производственными гигантами. Речь идет о цифровом инструменте, который позволяет обойти общие европейские ограничения, связанные с дотациями, налогами и климатическими платежами. Интерес к проекту уже выразили такие компании, как Siemens, BASF и Volkswagen. Один из участников технической группы на условиях анонимности сообщил немецким журналистам, что пилотные операции проходят в закрытом контуре с применением блокчейн-инфраструктуры. Инновационные кластеры в Мюнхене и Штутгарте участвуют в тестировании без публичного афиширования. Именно этот момент особенно настораживает финансовых обозревателей. Все происходит молча,
аккуратно, без публикаций и пресс-релизов. Но если все пойдет по плану, Германия впервые в истории Евросоюза запустит национальный расчетный механизм, не привязанный напрямую к франкфуртской модели контроля. Это уже не обсуждение идеи, это шаг к ее реализации. И интересно, как на эти перемены реагируют в самом сердце Евросоюза. На фоне информации о цифровой марке реакция со стороны Еврокомиссии оказалась предельно тихой. Ни одного официального заявления, ни одной пресс-конференции. Но, как отмечают обозреватели, за кулисами растет ощутимое напряжение. По данным, в Европарламенте уже несколько групп депутатов обратились с запросом к финансовым ведомствам с требованием прояснить ситуацию. Ответа нет. В самом Франкфурте, где базируется Европейский центральный банк, тоже не комментируют. Впрочем, как стало известно немецкой прессе, там запущен режим внутреннего мониторинга за действиями Берлина. То есть, каждый шаг отслеживается, но официально никто не решается выступить с критикой. Причина проста. Если подтвердится запуск параллельной платежной системы, это ударит по самому фундаменту валютного союза. Германия же продолжает действовать. На внутреннем уровне обсуждаются шаги по юридическому оформлению цифровой схемы через обход наднациональных директив. И это, как считают аналитики, уже открытый вызов Брюсселю. Финансовый центр Европы молчит, но молчание в таких условиях громче любого скандала. Ведь речь идет о возможной утрате главного рычага валютной зависимости стран-участниц. Берлин сигнализирует, Германия не обязана объяснять, она просто делает то, что считает нужным. Однако игра принимает новый масштаб, когда к делу подключается крупный капитал. Поддержка промышленного лобби – это уже не просто слухи. По информации, циркулирующей в деловых кругах, крупные банки, индустриальные концерны и логистические операторы подключились к разработке новой экономической архитектуры Германии. Причем речь идет не об абстрактных консультациях, формируются реальные платформы параллельного бюджетирования. Главная цель – это перераспределение финансовых потоков в обход общеевропейских фондов. Это значит больше никаких дотаций слабым регионам, никаких выравниваний, никаких климатических сборов из Брюсселя. На первый план выходит принцип «деньги остаются у тех, кто генерирует валовый внутренний продукт». Именно поэтому внутри правительственных комитетов уже начали использовать новую формулировку «экономический суверенитет 2.0». Она включает в себя приоритет национальных проектов, сокращение внешней зависимости и запуск программ поддержки только для внутренних игроков. Как сообщают участники кулуарных совещаний, немецкие корпорации добились особого статуса. Они напрямую участвуют в формировании экономической повестки. И в этом новая логика управления. Власть и капитал действуют не как система сдержек и противовеса, а как единая команда. И все это складывается в один непростой пазл нового порядка. Все более очевидно, Германия больше не движется по старой колее Евросоюза. Фридрих Мерц – это архитектор новой оси, в которой Брюссель уже не играет ведущую роль. Дипломатическая стратегия меняется стремительно, переговоры с Макроном поставлены на паузу, Вашингтон теряет контроль над ключевыми инициативами Берлина. Проект «Цифровая марка» запускается в обход Франкфурта, и все это не случайные шаги, а часть единого политического пазла. Как заявил один из бывших советников при правительстве ФРГ, Берлин больше не просит разрешения. Он проектирует новую Европу. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.